Глава 886. Равнодушие. Культиватор в синем побледнел от испуга и поспешно приказал своему летающему магическому инструменту обороняться, чтобы избежать нападений двух обезьяногрифов. Он явно недооценил их. Будучи демическими птицами второго ранга, они определенно не были слабыми противниками. Прежде чем двое обезьяногрифа спустились к нему, они вдруг пронзительно закричали. Услышав это, культиватор в синем почувствовал, что его тело и разум дрожат так, словно его ударили молотом, и покачнулся несколько раз. Затем над ним подул ветер с затхлым запахом, и культиватор в синем закричал от страха, а его лицо стало полностью бледным. В этот момент раздались два приглушенных взрыва. Два огненных шара размером с кулак выстрелили в двух приближающихся обезьяногрифов. Красный свет засиял от взрывов, и яростное пламя окутывало птиц, нагрев окружающий воздух до обжигающей температуры. Вой обезьяногрифов вскоре прекратился. Культиватор в синем был рад, что только что избежал смерти. Затем он быстро приказал своему магическому инструменту вернуться и отлетел назад на 40 метров, вынув талисман и ударив им по телу. На теле культиватора в синем появился желтый световой барьер, и он тут же почувствовал себя безопаснее, теперь понимая, что использование техник заклинаний на практике и в реальности сильно отличаются. Его неопытность почти привела к его смерти. С этой мыслью он невольно удивленно взглянул вниз, увидев Ханли, который тоже был в лазурном плаще. Конечно, культиватор в синем знал, что это он спас ему жизнь. Огненных шаров, выпущенных Ханли с его нынешним уровнем культивации, в стадии заложения основ, было недостаточно, чтобы убить демонических зверей второго ранга. Два обезьяногрифа быстро вылетели из пламени с еще более озлобельным видом. У обезьяногрифов обгорела большая часть тела, и они больше не обращали внимания на культиватора в синем и полетели теперь в направлении Ханли. Обезьяногриф с отрубленным когтем теперь мчался на культиватора в синем с налитыми кровью глазами. Ханли посмотрел на двух огромных птиц и неосознанно нахмурился. Затем он ударил по одной из сумок для хранения и выпустил две полоски белого света, полуфутовые белоснежные многоножки. Многоножки были намного меньше, чем обезьяногрифы, но они совершенно не боялись их. Как только многоножки были призваны, они метнулись навстречу обезьяногрифам, но те в страхе развернулись, чтобы остановить атаку. Почуяв запах этих насекомых, они бросились бежать. Запах древних экзотических насекомых не был чем-то, к чему посмели бы приблизиться низкоранговые демонические звери. Однако многоножки не собирались позволить им бежать. Они выпустили чудовищный визг и раскрыли пасти, выплюнув белую ледяную ци, которая на огромной скорости устремилась вперед. Обезьяногрифы издали жалкий вопль, а затем утонули в этой ци. Затем многоножки в порыве ветра приблизились к ним и без колебаний вошли в ледяную ци. При виде этого Ханли спокойно отвернулся и перевел взгляд на культиватора в синем. Культиватор в синем управлял маленьким мечом, весь потный от страха. Обезьяногриф по-прежнему неистово нападал на него и был цел и невредим. Он ловко летал кругами вокруг культиватора в синем, нервно вопя, и время от времени нападал на световой барьер своим единственным когтем. Постоянные атаки на световой барьер приводили в замешательство культиватора в синем, в результате он не мог сосредоточиться на битве. Хотя летающий меч был мощным, его мастер не слишком привык к его использованию. Первый раз он смог ранить стервятника, застав его врасплох, но теперь он едва мог отследить его. Другие его талисманы были за пределами его способностей. Управлять мечом уже было трудно, так что он не мог разделить внимание. Кажется, он мог вот-вот погибнуть. Холодный блеск мелькнул в глазах Ханли, когда он увидел, как обезьяногриф кружил в воздухе. Размышляя о том, должен ли он помочь, обезьяногриф что-то почувствовал и завопил, остановив свои атаки на культиватора в синем. Затем он расправил крылья и разом отлетел на 40 метров. Это стало неожиданностью как для культиватора в синем, так и для Ханли, но Ханли просто фыркнул. Затем он поднял руки, и из рукавов его плаща вырвалась красная нить. Обезьяногриф внезапно замер в воздухе, а затем упала на землю и больше не двигался. Хотя Ханли только недавно вошел в бесконечные небесные равнины, он слышал об обезьяногрифах. Поскольку он не хотел каких-либо проблем в будущем, он решил избавиться от этой проблемы сейчас. Внезапное нападение Ханли стало неожиданностью для культиватора в синем, и он с тревогой крикнул: «Летающие иглы! Ты используешь магический инструмент летающих игл?» Ханли посмотрел на культиватора в синем и спокойно спросил: «И что? Разве в этом есть что-то странное?» Он махнул рукой в сторону трупа обезьяногрифа, и в его руку влетела красная полоска. Это была серебряная игла длиной в дюйм, которая светилась красным светом. Конечно, нет, это всего лишь, прежде чем культиватор в синем смог сказать что-либо, он был прерван двумя глухими ударами.
Два сверкающих белых глыбы льда упали на землю и оставили метровые глубокие дыры там, куда приземлились. Внутри этих ледяных глыб были оба обезьяногрифа с широко раскрытыми глазами. Они уже были мертвые. Культиватор в шоке уставился на ледяные глыбы, как вдруг от них вспыхнули две полоски белого света и метнулись к Ханли, вскоре опустившись ему на плечо. Культиватор в синем сглотнул и спросил: «Ты выращиваешь духовных насекомых?» Ханли погладил одну из многоножек на своем плече и сказал: «Верно. Это я вырастил этих ледяных многоножек». Ледяные многоножки не были чем-то, что придумал Ханли. Они были настоящими экзотическими насекомыми и после созревания выглядели похожими на нынешнюю форму шестикрылых ледяных многоножек. Если у человека не было опыта с экзотическими насекомыми, он не смог бы заметить разницу. К большому удивлению Ханли, культиватор в синем сказал: «Может, господин даосист захочет продать мне летающие иглы и духовных насекомых. Я куплю их по высокой цене». Ханли был озадачен на мгновение, а затем улыбнулся и сказал: «Господин даосист, верно, шутит. Эти насекомые уже признали меня своим хозяином, а купить мои летающие иглы будет тебе не по карману. Духовные камни не проблему. Я готов заплатить любую цену», — настаивал культиватор в синем. Его сердце дрогнуло от вида иглы, которая в одно мгновение убила обезьянокрыла. Услышав это, Ханли прищурился. Взглянув на культиватор в синем, он нахмурился и сказал холодным тоном: «Извини, но мне очень удобно пользоваться этой иглой, так что я не хочу ее продавать». «Ну раз так, то ладно. Если бы у меня тоже был такой острый магический инструмент, я бы тоже не захотел его продавать», — разочарованно ответил культиватор в синем, а затем, моргнув глазами, сказал спокойным тоном: «Меня зовут Фэн Ю, и я еще должным образом не отблагодарил тебя за спасение моей жизни. Могу я попросить твое уважаемое имя?» «Меня зовут Хань». «Может, сначала проверим, все ли в порядке?» — равнодушно сказал Ханли. «Все ли в порядке?» Культиватор в синем на мгновение был ошеломлен, а потом огляделся. В неизвестное время смертные вышли из-под телег и встали. Однако все они толпились в 30 метрах от культиваторов с выражением почтения. Лидеры обоих племен были единственными, кто стоял рядом с ними. Они казались несколько взволнованными, но Инлу выглядел особенно счастливым. Инлу видел, как 3 обезьяногрифа были полностью убиты бессмертным Ханем, которого он нанял по пути. Великие способности этого бессмертного были далеко за пределами его ожиданий, к большому его удовольствию. Казалось, что одного его будет достаточно, чтобы обеспечить их безопасность. Ханли позвал вождей племени и приказал: «Разберись с демоническими животными. Принеси мне их когти и хвостовые перья, остальное можете использовать по своему желанию». Согласно правилам равнин, убийца демонического зверя владел всеми его частями. Хотя эти материалы были скудными и менее качественными, они, естественно, были ценны для культиватора заложения основ, и Ханли не мог игнорировать это в своем прикрытии. «Да. Сделаем там, как вы прикажете», — с восторгом сказал Инлу. Плоть обезьяногрифа, возможно, ничего не стоила для бессмертного, но она была очень ценна в глазах смертных, и ее можно было обменять на множество ценных вещей. Лидер племени Ба также признал этот приказ уважительным тоном. Затем он приказал 2 своим людям, чтобы те разобрались с трупами обезьяногрифов. Того, которого убили летящей иглой, было легко разделать, но с замороженными обезьяногрифами нужно было повозиться. Глава 887. Лагерь при храме. Этот человек не из парящих племен. Что? Откуда мастер знает это? Внезапное заявление Ханли стало шоком для Серебряной Луны. «А ты посмотри на это», — Ханли внезапно открыл свою руку и вызвал в нее шар синего света. Это был нефритовый кулон с выгравированными древними символами. Это древние символы Великой Империи Цинь, удивилась Серебряная Луна. На самом деле, я считаю, что с ним ничего бы не случилось, даже если бы я бездействовал. Нефритовый кулон Фэн Юэ на его теле — высокоранговый магический инструмент. Каждый раз, когда демоническая птица приближалась к нему, она автоматически выпускала серию духовных волн, чтобы защитить его. Он спрятал его за пояс лишь скудным слоем ткани, и я смог увидеть его своими глазами духовного прозрения. Скорее всего, он принадлежит к благородному клану Великой Империи Цзинь. Серебряная Луна задумалась и сказала: «Верно. Судя по древним записям, клан Фэн был известным благородным кланом государства Нин. Похоже, что господин даосист Фэн один из клана Фэн. Но где располагается государство Нин? Это одно из 36 государств на территории Империи Цзинь? Или это провинция Западный Нин в одной из 108 провинций?
Или это из какого-то обычного города с названием Нин? Поскольку Хань Ли собирался отправиться в империю Цзинь, он приобрел много древних записей, содержащих информацию о ней. Он не удивился словам Серебряной Луны, потому что она просмотрела многие из них. Независимо от того, какому великому клану империи Цзин он принадлежит, его появление на бескрайних небесных равнинах не сулит ничего хорошего. Таким образом, чем меньше у меня с ним контактов, тем лучше. На данный момент нашим приоритетом является уход с равнин и поиск способа растворить смертельную ци в моем теле. С этими словами он закрыл глаза. Серебряная Луна рассмеялась. Верно. Поскольку этот человек только на ранней стадии заложения основ и обладает защитным таким магическим инструментом, он должен быть важным персонажем клана Фэн. Но так как он скрывает себя, сопровождая небольшое племени, с ним наверняка могут возникнуть проблемы. Вскоре после этого Серебряная Луна тоже молчала. Спустя некоторое время нескольким молодым людям удалось разбить глыбы льда, в которых были обезьяногрифы, и они смогли разделать всех трех. После этого они передали Хань Ли самые ценные материалы, когти и хвостовые перья. Оставшиеся части были разделены между двумя племенами. Конечно, поскольку Хань Ли был бессмертным, которого пригласило племя Серой Цапли, они получили большинство останков. Хотя лидер племени Ба мало что приобрел, он, тем не менее, был счастлив, поскольку они получили неожиданный урожай, несмотря на то, что бессмертный его племени не убил ни одного из зверей. В закрытой повозке племени Красного Волка культиватор в синем снял плащ. Под капюшоном его плаща скрывалось красивое бледное лицо с тонким изгибом губ. В этот момент у него было холодное выражение, и он похлопал себя по шее, прежде чем нашел золотую цепочку, к которой был прикреплен серебряный кулон. Кулон был толщиной с палец и длиной в несколько дюймов. На нем были выгравированы золотым таинственные символы вместе с золотым иероглифом Фэн. Посмотрев на кулон, на лице Фэн Юэ появилось странное выражение. Затем его лицо изменилось от волнения до боли, пока не стало мрачным. Он глубоко вздохнул, а затем убрал кулон. Убедившись, что никто не видит кулон, висевший у него на шее, он закрыл глаза и начал восстанавливать магическую силу, которую он только что использовал. Вскоре после того, как они закончили разделывать тушу последнего обезьяногрифа, оба племени снова начали собираться в путь. На этот раз никто не осмелился бессмысленно говорить громкими голосами. Хотя битва с обезьяногрифами длилась недолго, она потрясла многих. Те, у кого были духовные вены, чувствовали себя особенно взволнованными и хотели как можно скорее попасть в храм, чтобы обрести огромную силу бессмертного. Следующий день прошел без происшествий, но, поскольку Хань Ли постигал заклинание, направленное на то, чтобы растворить печать ограничения демонических паразитов, он заметил своим духовным чутьем лагерь. Из-за страха, что рядом с лагерем будут высокоранговые бессмертные, Хань Ли не осмелился использовать духовное чутье на всю мощь и лишь слегка осмотрел окрестности, обнаружив духовные колебания ци, указывая на то, что поблизости было много низкоранговых культиваторов. Взгляд Хань Ли блуждали, но его лицо оставалось бесстрастным. Пройдя 10 километров, оба племени взбодрились. Лицо Хань Ли дрогнуло, и он взмахнул рукавом, открыл шторы повозки. Он увидел плоские равнины вокруг них и большую черную точку вдалеке. Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и он смог ясно увидеть, что это за черное. Это была стена высотой 12 метров из толстого камня и бревен. В задней части стены были высокие палатки для парящих племен и несколько грубых деревянных зданий. Время от времени вокруг них бродили смертные из парящих племен, в результате чего территория выглядела довольно оживленной. Среди палаток и деревянных построек был едва заметный зал, сделанный из цельного огромного камня, окруженный редкими зданиями. Несколько необычно одетых культиваторов время от времени входили в зал. Пока взгляд Хань Ли бродил по так называемому лагерю, он заметил огромные каменные колонны, воздвигнутые по его периметру. Эти каменные колонны сияли ослепительным светом и были высотой в 100 метров и толще человеческого роста. Это явно была крупномасштабная магическая формация, установленная храмом бесконечного неба для защиты лагеря. Также внутри лагеря не было летающих культиваторов, так что было очевидно, что формация ограничивала путешествие по воздуху. Оценив город, Хань Ли больше не интересовался им и закрыл шторы. Через 2 часа группа Хань Ли прибыла ко входу в лагерь. У входа не было охранников, и его племя вошло спокойно. Ин Лу и лидер племени Ба кратко побеседовали, а затем разошлись в разные стороны. Внутри лагеря Хань Ли мог все увидеть все своим духовным чувством, все было так же, как он увидел издалека. Меховые палатки и деревянные постройки были разбросаны повсюду, и видны были только главные дороги. Было ясно, что, кроме каменных сооружений, остальные здания были лишь временным убежищем для проходящих через них племен. Однако здесь могли отдохнуть все маленькие племена, которые путешествовали дольше всех. У более крупных племен не было необходимости в этом, поскольку они жили рядом с храмом.
В результате подавляющее большинство этих палаток и деревянных построек выглядели совершенно обычными, а на некоторых даже были пятна, только самые богатые племена имели несколько чуть более крупных палаток. Было ясно, что эти маленькие племена не были очень богатыми. После трудного поиска пустого места в отдаленном уголке лагеря, племя Серой Цапли начало расставлять свои палатки. Хань Ли вышел из повозки и равнодушно наблюдал за их действиями. Ин Лу немного поколебался, а затем подошел к Хань Ли и сказал с уважительным тоном: «Бессмертный Хань, здесь очень шумно. Боюсь, это место не подходит для вашей спокойной культивации. Для бессмертных есть своя зона отдыха. Может, вы захотите отдохнуть там? Через 2 дня мы возобновим наше путешествие». «Отлично. Тогда встретимся через 2 дня», — Хань Ли кивнул, а затем направился к самому высокому сооружению в лагере, огромному двухэтажному каменному залу. Туда входили и выходили культиваторы, и было очевидно, что об этом здании говорил Ин Лу. Пройдя небольшое расстояние, Хань Ли появился перед каменным залом. По обе стороны от входа были 2 15-метровые скульптуры водяных драконов с головой быка. Хан Ли мельком взглянул на них и прошел мимо. Хотя он был уверен, что его маскировка как культиватора парящего племени была идеальной, он чувствовал себя неловко, находясь рядом с множеством других культиваторов парящего племени. Если поблизости были какие-то культиваторы зарождающиеся уши, для него это могло плохо кончиться. Для него было бы лучше покинуть лагерь и найти какое-нибудь место поблизости. Затем через 2 дня он продолжит путешествовать с племенем Серой Цапли. К тому времени, когда они прибудут в храм Бесконечного Неба, слухи о нем должны будут утихнуть, а затем возобновить свое путешествие, чтобы покинуть равнины. Хотя пройдет еще немало времени, прежде чем он сможет войти в Великую Империю Цзинь, путешествие будет более гладким, если он будет осторожен. Таким образом, Хань Ли спокойно вышел из лагеря и вынул маленький меч, чтобы улететь на нем в полоске белого света. Примерно в 30 километрах от лагеря Хань Ли остановился над ничем не примечательным полем рассеянного камня. Оглядевшись по сторонам, он спустился вниз на 20-метровый валун. Он сел на него, скрестив ноги, а затем высвободил свое духовное чутье и обнаружил, что вокруг него никого нет. Затем он щелкнул пальцами по огромному валуну перед ним, и волна лазурного меча Ци пронзила его, создав в нем дыру шириной 6 метров, достаточную для входа человека. Хань Ли проверил пещеру и решил, что его временное укрытие было сносным. Затем он прошел 30 метров перед огромным валуном и вынул набор флагов формации. Дюжина световых полос выстрелила вперед, и вокруг валуна образовалась формация невидимости. Снаружи огромный валун полностью исчез из поля зрения. Хань Ли вошел в формацию и полностью исчез из поля зрения. В мгновение эка прошел целый день. Хань Ли молча медитировал в своей пещере, изучая заклинание, которое дал ему монарх расщепления души. Процесс прошел намного более гладко, чем он ожидал, и он был близок к завершению, что очень радовало его. Размышляя о проблемной части заклинания, он вдруг нахмурился, и его разум вышел из медитации. Удивившись, он открыл глаза. Глава 888. Органический яд. Серебряная луна сразу заметила изменения в Хань Ли и спросила: «Мастер, что случилось?» Хань Ли почесал себя по подбородку и пробормотал: на расстоянии около 5 километров 2 культиватора, один на стадии формирования ядра, другой на стадии заложения основ. Аура у культиватора стадии заложения основ кажется знакомой. Странно, вроде это Фен Юэ. Немного помолчав, Серебряная луна спросила: «Мастер, хотите, я использую свое духовное тело артефакта, чтобы понаблюдать за ними?» «Забудь об этом», — покачал головой Хань Ли. «Ты еще не оправилась от травм. Даже с моим уровнем культивации, на стадии заложения основ, я все еще могу следить за их передвижениями своим духовным чутьем». Серебряная луна не стала ему возражать, а сам Хань Ли просто снова закрыл глаза и продолжил сидеть в тишине. Через некоторое время Хань Ли вскрикнул с удивленным выражением на лице. На этот раз Серебряная луна тактично промолчала, а Хань Ли сильно нахмурился. «Старший, если я правильно помню, ты сказал, что есть несколько методов и растворить мою смертельную ци. Правда ли, что большинство этих техник буддистские?» «Правда», — лениво ответил монарх расщепления души. «У конфуцианцев и даосистов также есть множество собственных техник растворения зловещих ци, но ни один из них не так эффективен, как буддистские техники». Выражение на лице Хань Ли дрогнуло, и он сказал: «Тогда правда ли то, что наиболее очевидным свойством буддийских техник является то, что большинство из них испускают семицветный свет, когда они активируются?» «Верно. Но почему ты спрашиваешь? Ты нашел что-то?» Полюбопытствовал монарх расщепления души. Хань Ли опустил голову и пробормотал: «В этом случае тот человек может быть полезен. Это может быть отличной возможностью».
Монарха расщепления души слегка разозлило, что Хань Ли не ответил на его вопрос. Как только он подумал спросить об этом, Хань Ли пришел в себя и покинул пещеру на своем магическом инструменте. Это действие стало неожиданностью для Серебряной Луны и монарха расщепления души. Но увидев, как Хань Ли действует с такой поспешностью, они оставили свои вопросы на потом. Хань Ли быстро прибыл в небольшой лес, который редко можно было встретить на бесконечных небесных равнинах. Он был около полукилометра по площади и состоял из редких, низких деревьев. В центре леса была поляна, шириной всего 30 метров, где только что были два культиватора. Культиватор в синем неподвижно лежал на земле лицом вниз, а на его спине было пятно крови. Было неизвестно, был ли он еще жив, но великолепный семицветный свет покрывал его тело. Рядом был еще один человек, старик в пурпурной одежде с орлиными глазами. Он ударил по световому барьеру огненно-красным летающим мечом. Хотя семицветный световой барьер был необычным, он уже задрожал под ударом, поскольку никто им не управлял. Хань Ли не скрывал своего внезапного приближения, предупредив старика в пурпурной мантии. Старик в шоке пронесся своим духовным чутьем мимо Хань Ли и расслабился, обнаружив, что он всего лишь культиваторов на стадии заложения основ. Затем старик с намерением убить поднял руку и запустил замечательную черную полоску в Хань Ли. Это был трехконечный кол, завернутый в черную ци. Хань Ли холодно фыркнул и погладил себя по макушке. Затем из него вылетело темно-зеленое облако, превратившееся в руку длиной в метр, которое мгновенно отмахнуло приближающуюся черную полосу. Старик в пурпурной одежде был ошеломлен, но прежде чем он понял, что происходит, трехконечный кол был пойман, и он мгновенно почувствовал, что его связь разорвана. Затем гигантская рука стала спускаться вниз. В шоке старика сделал жест заклинания, приказывая своему летающему мечу защитить его. Но внезапно темно-зеленая рука исчезла и через секунду появилась в 3 метрах над ним в виде кулака, яростно обрушившись на него. Старик в пурпурной одежде завопил и в следующую секунду превратился в кровавое месиво. После этого темно-зеленый кулак снова превратился в руку и прощупал останки старика, взяв шарик зеленого света размером с яйцо. Затем рука тут отскочила в направлении Хань Ли, сделала круг и превратилась в зарождающуюся душу. Она с сияющей улыбкой уселась на плечо Хань Ли, держа в одной руке трехконечный кол, а в другой — маленький шарик зеленого света. Выражение лица Хань Ли дрогнуло при виде этого. Пока он был осажден культиваторами парящих племен, он ни разу не использовал свою вторую зарождающуюся душу, сохраняя ее на случай критической ситуации. Однако теперь он оказался намного сильнее, чем ожидал. Простая техника трансформации была способна с легкостью убить культиватора формирования ядра. С этой мыслью он спустился вниз и приблизился к радужному световому барьеру. В этот момент красный летающий меч упал на землю, поскольку его хозяин теперь погиб. Он просто сиял слабым светом и не двигался. Хань Ли, не обращая внимания на меч, направился прямо к радужному световому барьеру и стал внимательно его осматривать. Он мог ясно видеть, что световой барьер возник из голубой нефритовый кулон, плавающий в центре барьера. Нефритовый кулон парил в метре над телом культиватора в синем и сиял радужным светом. Несколько странных буддийских иероглифов периодически сверкали в нем. Это был нефритовый кулон, который Хань Ли показал Серебряной Луне, на котором было написано «Фэн из Нин». Хань Ли уставился на нефритовый кулон и спросил: «Что скажете, старший?» Этот магический инструмент изготовлен буддийской сектой. Монарх расщепления души холодно фыркнул и равнодушно сказал: «Материалы и магический инструмент явно сделаны буддистами». Тем не менее, он не был изготовлен высокоранговым буддийским культиватором. Этот магический инструмент не смог бы блокировать атаки магического сокровища уровня формирования ядра в течение такого длительного периода времени. Кажется, между кланом Фэн и буддийской сектой определенно есть связь. Хань Ли обрадовался, услышав объяснение монарха расщепления души, зная, что его действия были не напрасными. Затем он шагнул вперед и прижал руку к барьеру, покрывая его слабым слоем голубого пламени. С его нынешним уровнем культивации он не мог контролировать большое количество небесного ледяного пламени, и это скудное количество пламени уже было его пределом. Но этого оказалось более чем достаточно, поскольку радужный световой барьер не продержался и несколько секунд и вскоре рухнул. Хань Ли подошел к культиватору в синем и осмотрел черное пятно на спине, а затем нахмурился. Он почувствовал, что аура культиватора в синем стала невероятно неустойчивой и слабой. Его тело уже начало испускать запах смерти, и было ясно, что жить ему осталось недолго. Не задумываясь, Хань Ли ударил печатью заклинаний по телу культиватора в синем и открыл рот, выплюнув облако лазурной ци, которое окутало культиватора в синем. Затем, взмахнув рукой, тело юноши перевернулось на спину.
Хань Ли уставился на культиватора в синем и сразу почувствовал, как у него застала кровь в жилах. Это был действительно Фэн Юэ, но его цвет лица теперь был полностью черным, а губы стали слегка пурпурными. Это было жуткое зрелище. Хань Ли поморщился. Немного подумав, он распространил свое духовное чутье по всему телу Фэн Юэ, и синий свет вспыхнул в его глазах. Яд уже распространился по всему телу, и спасти его не было возможности. Учитывая, как странно это выглядело, Хань Ли продолжил свое исследование. Через мгновение Хань Ли что-то нашел и потянул за ворот Фэн Юэ. С грохотом оторвался кусок его мантии, обнажив цепь, прикрепленную к серебряному кулону. Кулон пульсировал белым светом и непрерывно рассеивал яд в центре груди Фэн Юэ, которая также стала темно-черной. Хань Ли посмотрел на него и схватил Фэн Юэ за руку. Лазурный свет вспыхнул на его ладони и быстро распространился по телу Фэн Юэ, медленно рассеивая яд. Но внезапно лазурная духовная ци, которую выпустил Хань Ли, стала черной, и она начала быстро распространяться обратно к его руке. «Агонический яд!» — закричал Хань Ли, и его цвет лица побледнел. Он немедленно убрал руку и разорвал свою духовную связь ци с рукой Фэн Юэ. Ох! 1 из 10 абсолютных ядов. Малыш Хань, ты потратил впустую свою энергию. Теперь его уже не спасти, с насмешкой сказал монарх расщепления души. Услышав это, Хань Ли невольно закатил глаза и раздраженно фыркнул. Возможно, я не смогу полностью удалить яд, но мне не составит труда разбудить его и поддержать его жизнь в течение 10 дней. Мне просто нужно использовать большое количество духовных растений, но я не знаю, сколько. С этими словами на лице Хань Ли появилось задумчивое выражение. Затем Серебряная Луна предложила: «Мастер, может сначала привести его в чувство, что прояснить несколько вещей, прежде чем вы примете решение». Верно. Пока я не узнаю о его отношениях с буддийскими сектами Великой Империи Цзинь, я не желаю предпринимать какие-либо дальнейшие действия. Сказав это, Хань Ли похлопал по сумке для хранения и достал маленькую белую бутылочку. Глава 889. Таблетка безграничной эссенции. Хань Ли перевернул бутылочку и бросил в руку огненно-красную таблетку размером с миндаль. На лице Хань Ли было мрачное выражение. Эта таблетка была изготовлена из высокорангового демона и предназначалась для увеличения духовной силы культиватора на стадии формирования ядра. Использовать его на культиваторе заложения основ было довольно расточительно. Если его магическая сила не была запечатана, а Серебряная Луна не была ранена, он мог бы использовать технику поиска души вместо того, чтобы преодолевать все эти неприятности. Хань Ли поднял Фэн Юэ за подбородок одной рукой и открыл его рот, а затем обернул другую руку лазурной ци и вложил таблетку в рот Фэн Юэ. Затем Хань Ли отпустил его, потянувшись к талии, достал серебряную иглу, которой он стал наносить точечные удары в различные места на теле Фэн Юэ. Внезапно все проколотые области залились черной кровью, испуская неприятный запах в воздух. Хань Ли встал, сложив руки за спиной, ожидая, когда Фэн Юэ очнется. Спустя промежуток времени, за который можно было выпить чашку чая, отравленная черная кровь образовала большую лужу вокруг тела Фэн Юэ. Вскоре он тихо застонал, словно собираясь очнуться. Взгляд Хань Ли дрогнул, и он щелкнул пальцами, выпустив поток воздуха, который немедленно остановил поток отравленной крови. Затем его вторая зарождающаяся душа превратилась в черное облако и исчезла в лесу. «Это ты», — Фэн Юэ в конце концов открыл глаза и увидел Хань Ли, стоявшего перед ним. Он тревожно вскрикнул и попытался сесть. Хань Ли бросил взгляд на Фэн Юэ и спросил: «Что? Ты удивлен меня видеть? Это ты спас меня. Где этот предатель Фэн Чжэнь?» Хотя голос Фэн Юэ был слабым, он был настороже. Хань Ли посмотрел в сторону и небрежно сказал: «Ты говоришь о том человеке в пурпурной одежде. Он мертв». Фэн Юэ с огромным усилием повернул голову, прежде чем, наконец, заметил останки старика в пурпурной одежде. На его лице отразилось удивление и обида. Затем снова перевел взгляд на Хань Ли со странным выражением лица. Неужели господин даосист Хань убил этого старого предателя? Кажется, твои способности действительно глубоки. Я запомню твою доброту и в долгу не останусь. Он достал лекарство из своей сумки на поясе и поднес его к рту, попытавшись встать после этого. Практически поднявшись, он потерял силу в ногах и упал на землю. В чем дело? Я не могу даже встать, на лице Фэн Юэ была паника. Ты собираешься отплатить мне? Кажется, ты не знаешь о своем ситуации, равнодушным тоном сказал Хань Ли, не собираясь ему помогать. Что это значит? Что случилось со мной? Ты наложил на меня ограничительное заклинание. Фэн Юэ тревожно посмотрел на него.
Хань Ли ухмыльнулся и сказал: «Ты переоцениваешь меня. Если бы я хотел поймать тебя, то зачем мне накладывать на тебя ограничительное заклинание? Может, ты взглянешь на себя сам?» Сказав это, он щелкнул пальцем, и в его руке появилось обычное медное зеркало, которое он передал Фэн Юэ. Фэн Юэ был совершенно сбит с толку действиями Хань Ли, но стиснул зубы и взглянул в зеркало. Ах! Как это может быть? Мое лицо. Я так сильно отравлен. Неужели этот старый предатель использовал? Увидев себя, Фэн Юэ сильно испугался и вскрикнул от шока. Затем он поспешно потянулся к сумке для хранения и вынул большую кучу бутылок во вспышке белого света. Поспешно обыскав бутылки, он стал набивать рот таблетками, не обращая внимания на последствия. Хань Ли равнодушно смотрел, не говоря ни слова, позволяя ему набивать свой рот таблетками. После этого Фэн Юэ сказал Хань Ли пару фраз и закрыл глаза в медитации, сосредоточившись на том, чтобы направить лекарственную силу на растворение яда. Но через некоторое время он открыл глаза, и в них ясно читалась паника. Как это может быть? Я принял столько противоядия, но от них нет никакого эффекта. Что это за странный яд? Хань Ли не спеша сказал: хотя я раньше его не встречал, кажется, это агонический яд, один из 10 абсолютных ядов. Фэн Юэ смертельно побледнел и невольно вскрикнул: агонический яд? Подумать только, они использовали его против меня. Этот старый предатель явно полагается на клан Кун. Ходят слухи, что клан Кун обладал этим ядом. Клан Кун. Хань Ли невольно нахмурился. Подожди-ка, Фэн Юэ внезапно что-то подумал, собравшись силами, повернулся в направлении Хань Ли. Агонический яд должен был немедленно убить меня. Как я смог очнуться? Выражение лица Хань Ли стало мрачным, и он фыркнул: кажется, ты не знаешь о моем акте доброты. Мне нужно кое-что спросить тебя, иначе я бы не стал тратить на тебя таблетку безграничной эссенции. Ты остался жив, потому что эта штука на твоей шее блокирует яд. В противном случае он убил бы тебя мгновенно, не давая использовать какое-либо чудодейственное лекарство. Ты трогал его. Услышав, что Хань Ли упомянул серебряный кулон, Фэн Юэ тревожно взглянул на свою грудь и успокоился. Мне было довольно любопытно, как культиватор стадии заложения основа смог сопротивляться агоническому яду в течение такого длительного периода времени. Естественно, я хотел исследовать этот вопрос. Однако таблетка безграничной эссенции только временно блокирует яд. Вскоре яд достигнет твое сердце, и ты умрешь. Подумав о чем-то, Фэн Юэ нервно спросил: таблетка безграничной эссенции? Я слышал, что это была невероятно редкая лекарственная таблетка. Если бы у меня была еще одна, я бы смог продолжить подавлять яд? Хань Ли был удивлен его вопросом и холодно ответил: она может временно сохранить твою жизнь, но ты знаешь о материалах, из которых она изготовлена. Это не лекарственная таблетка для растворения яда, а таблетка, которая используется культиваторами формирования ядра для преодоления узких мест. Это не то, что можно купить на рынке. Хотя Хань Ли не сказал этого прямо, было ясно, что он имел в виду. Это таблетка для культиваторов формирования ядра. Хотя Фэн Юэ ожидал, что таблетка будет драгоценной, услышав это, он был ошарашен. «Однако у тебя есть возможность выжить», — с улыбкой сказал Хань Ли. «Какая?» «Если ты спасешь мою жизнь, я согласен на что угодно», — разум Фэн Юэ взбудоражился, и он быстро заговорил с нетерпением. Хань Ли усмехнулся и сказал: «Мне не нужна от тебя награда, просто ответь на несколько моих вопросов». «Хорошо, я скажу все, что знаю», — без колебаний ответил Фэн Юэ. Хань Ли объяснил: «Все довольно просто. Поскольку агонический яд уже практически разрушил твое тело, тебе просто нужно заменить его. В прошлом культиваторы, пораженные 10 абсолютными ядами, использовали овладение, чтобы спасти свою жизнь». Овладение. Фэн Юэ горько улыбнулся, к большому удивлению Хань Ли. Хань Ли поднял лоб и спросил: «Что? Ты считаешь этот метод неприемлемым?» Немного поколебавшись, Фэн Юэ пробормотал: «Большое спасибо за доброту брата Ханя. Хотя овладение может сработать на других, я не могу использовать этот метод». Внезапно что-то пришло в голову Хань Ли, и он спросил: «Ты не можешь использовать этот метод?» «Неужели ты уже, не стану скрывать», — сказал Фэн Юэ с горькой улыбкой, «я уже однажды использовал овладение. Это не мое настоящее тело». Хань Ли вздохнул и пожал плечами. «В таком случае для тебя выхода нет. От 10 абсолютных ядов нет противоядия». Фэн Юэ встревожился: «Нет другого способа. Брат Хань обладает множеством знаний. Может, ты подумаешь над этим еще?» «Ни о чем думать», — покачал головой Хань Ли.
Поскольку слава о 10 абсолютных ядах столько времени существует в мире культиваторов, а в самом деле нет способа их растворить. Тогда ты хочешь сказать, что я скоро умру? Сказал Фен Юэ со смертельно бледным лицом. Верно, беззаботно ответил Ханли. Даже если ты продолжишь принимать таблетки безграничной эссенции, они, в конечном итоге, перестанут действовать, и ты умрешь. Фен Юэ, схватившись за последнюю каплю жизни, жестко уставился на Ханли, вопрошая, сколько таблеток безграничной эссенции есть у брата Ханя? Ты можешь продать их все мне? Ханли нахмурился и затем спокойно спросил, что? Господин Дасист Фен хочет купить их у меня. Хотя я готов их продать, у меня их не так много. Но как насчет того, чтобы поговорить об этом после того, как ты ответишь на мои вопросы? Пожалуйста, спрашивай, что хочешь. Теперь, когда я зашел так далеко, я не стану ничего утаивать, мрачно ответил Фен Юэ. Хорошо, очень хорошо. Что насчет тебя? Ты не из парящих племен, а из знатной семьи из Великой империи Цинь, верно? Фен Юэ посмотрел на упавший на землю нефритовый талисман и серебряный кулон на шее. Затем он стиснул зубы и сказал, раз ты уже догадался об этом, нужно ли было задавать этот вопрос? Хань Ли слабо улыбнулся и спросил, из какого именно Нин твой клан Фэн? И насколько могущественен клан Фэн? Глава 890. Секретная пещера клана Фэн. Какой именно Нин? Конечно же, это клан Фэн префектуры Гуаннин. Его можно считать значительной фракцией, ответил Фэн Юэ. Префектура Гуаннин. Столица провинции. Хань Ли прищурился. Существует много префектур с названием Гуаннин, но клан Фэн Нин проживает только в провинции Ля, со странным выражением ответил Фэн Юэ. Он выглядел сбитым с толку вопросами Хань Ли. Хань Ли небрежно кивнул и больше не спрашивал о клане Фэн. Вместо этого он указал на нефритовый медальон и спросил, откуда он у тебя? Каково его происхождение? Мой отец передал мне этот медальон. Это знак клана Фэн. Почему ты спрашиваешь? Удивился Фэн Юэ. Хань Ли посмотрел на юношу и с сомнением спросил, знак клана. Неужели все ученики клана Фэн обладают высокоранговым магическим инструментом в качестве командного медальона? Конечно, нет, покачал головой Фэн Юэ. Во всем клане Фэн всего 4 таких медальона. Судя по всему, твоя репутация в клане Фэн довольно высока. Я старший сын клана Фэн. Я должен был стать главой клана Фэн через несколько десятков лет, и если бы ничего этого не произошло, Фэн Юэ сжал губы, и на его лице появились следы боли. Услышав это, Хань Ли не был удивлен. Кажется, с ним произошло все это, потому что в клане Фэн были какие-то проблемы. Однако это никак не касалось Хань Ли. Вместо этого он уставился на Фэн Юэ и произнес самый волнующий его вопрос: какое отношение имеет твой клан к буддийским сектам Великой империи Цинь? Не говори, что ничего об этом не знаешь. Твой медальон светится буддийским духовным светом. Фэн Юэ на мгновение тупо уставился, а затем честно ответил, у клана Фэн есть кое-какие отношения с буддийскими сектами. Один из наших предков был учеником-мирянином в храме Тысячи свечений Гуаннин, ответвление великой секты, рассеивающей золото. Наш клан Фэн изначально культивировал буддийскую технику, но с тех пор, как храм Тысячи свечений переехал из провинции Ля несколько сотен лет назад, мы изменили наше искусство культивации на конфуцианское. Услышав это, Хань Ли обрадовался. Хотя он не знал о храме Тысячи свечений, он слышал о секте, рассеивающей золото. Это была одна из 4 великих сект Великой империи Цзинь. Похоже, что в прошлом клан Фэн по-настоящему культивировал буддийские техники. Ты знаешь какие-либо буддийские техники? Спросил Хань Ли. Немного поколебавшись, Фэн Юэ ответил, я не хотел культивировать буддийские техники, поэтому я не знаю ни одного заклинания. Однако в клане все еще хранятся кое-какие техники, он удивился, что этот загадочный персонаж положил глаз на эти буддийские техники. Хотя буддийские техники были чрезвычайно сильны, скорость их культивации до поздних стадий была патетически медленной. Даже в мире культивации Великой империи Цзинь мало кто по-настоящему желал культивировать их. Монарх расщепления души вдруг сказал, «Малыш Хань, спроси, культивировал ли его предок кристаллическую реликвию в своем теле». Только буддийские культиваторы с кристаллической реликвией способны культивировать техник растворения смертельной ци. Готовясь к путешествию в Великую империю Цзинь, Хань Ли изучил несколько записей, которые касались кристаллических реликвий. Кристаллические реликвии были отличительной чертой буддийских культиваторов. Однако не было определенной схемы для их появления. Были те, что появлялись на стадии формирования ядра, другие — на стадии зарождающейся души.
Для внешних культиваторов это было довольно загадочное явление. Однако кристаллическая реликвия была необходимостью для культивации многих глубоких буддийских техник и способностей. Культиваторы из других секты, чей уровень культивации превосходил буддийских культиваторов, боялись тех, у кого была кристаллическая реликвия. Хань Ли согласился с предложением монарха расщепления души и спросил Фэн Юэ об этом. Кристаллическая реликвия. Фэн Юэ нахмурился. Мой предок культивировал одну в прошлом, но из-за своих плохих способностей он не смог прорваться на стадию зарождающейся души. Он пришел в отчаяние и вместо этого создал клан Фэн Нин. Хань Ли воодушевился. Казалось, удача была на его стороне. Возможно, он сможет найти метод растворения зловещей Ци, не углубляясь в великую империю Цзинь. С этой мыслью Хан Ли улыбнулся и сказал: «У меня остался к тебе последний вопрос». Фэн Юэ улыбнулся и сказал: «Если есть еще что-то, что ты хочешь узнать, пожалуйста, спрашивай». Почему они использовали органический яд, чтобы справиться с таким культиватором, как ты? 10 абсолютных ядов ценнее редких таблеток. Они бы не стали использовать его, если бы хотели схватить тебя живым. У этого культиватора формирования ядра не должно быть причин использовать такой сильный яд, учитывая вашу разницу в уровне культивации. Услышав это, лицо Фэн Юэ стало мрачным. Этот предатель Фэн Чжэнь был вольным культиватором дьявольского Да, которого наш клан Фэн принял к себе. В прошлом он обидел какого-то эксперта, и за ним охотились, поэтому он взмолился перед нашим кланом, чтобы мы приняли его, предлагая даже взять нашу фамилию. Мой дедушка предоставил это убежище этому предателю, поскольку наш клан в то время процветал. Ранее его отправляли для урегулирования наших отношений с несколькими парящими племенами, поэтому я прибыл сюда на его поиски, но не ожидал, что он был скомпрометирован кланом Кун. Затем он выманил меня и использовал агонический яд клан Кун из-за ограничений, наложенных на его тело. Прямые потомки клана Фэн могут сдерживать культивацию, пока они находятся на стадии заложения основ. Если бы он не напал на меня, используя яд, я бы не был так беспомощен. Хань Ли наклонил голову и подумал: вот как. Говорят, у агонического яда нет ни запаха, ни цвета. В тот момент, когда его коснется культиватор, он сразу же впадает в кому. Кажется, клан Кун — великий враг твоего клана. Так и есть, нахмурился Фэн Юэ. Кун, Чжан, Цзинь и клан Фэн — 4 великих благородных клана культивации в префектуре Гуаннин. Изначально мы все были нейтральными сторонами, но когда наш клан Фэн ослабел у власти, клан Кун внезапно создал альянс с 2 другими кланами и застал клан Фэн врасплох. После того, как его клан потерял свое положение в обществе, Фэн Юэ был вынужден бродить по разным племенам на равнинах, и теперь он был одной ногой в могиле. Вполне естественно, что он ненавидел эти 3 клана. Мне не интересно знать о ссоре между благородными кланами, но твой ответ мне очень помог. Давай теперь поговорим о таблетке безграничной эссенции. У меня всего около 10 таблеток, которых тебе хватит на 10 дней. Однако каждая из этих таблеток стоит несколько тысяч духовных камней. Ты действительно можешь их купить? Несколько тысяч духовных камней. Хотя Фэн Юэ догадывался об этом, он все равно встревожился, услышав цену. Это была стоимость высокорангового магического инструмента. «Хорошо, я куплю их», — согласился Фэн Юэ, стиснув зубы. «У тебя с собой столько духовных камней». Хань Ли поднял бровь и посмотрел на Фэн Юэ с загадочной улыбкой. «У меня их нет столько духовных камней, но я могу дать тебе ключ от секретной пещеры клана Фэн». Фэн Юэ снял серебряный кулон и без колебаний передал его. Казалось, он уже принял решение. Секретная пещера клана Фэн. Хань Ли уставился на серебряный кулон и не сразу двинулся, чтобы взять его. «Да», — ответил Фэн Юэ. «Это единственный магический инструмент, который может открыть секретную пещеру клана Фэн, которой более 1000 лет. Будучи прямым потомком клана, старейшины клана Фэн вынудили меня сбежать с ключом, когда бедствие постигло клан. Хотя сам я там никогда не был, в пещере должно быть несколько десятков тысяч духовных камней. Ты даешь мне его в залог?» — спокойно спросил Хань Ли. «В этом случае не говори, что ты не собираешься возвращаться в клан Фэн». «К чему возвращаться?» Мрачно сказал Фэн Юэ: «Насколько мне известно, только нескольким слугам и ученикам клана удалось убежать. Теперь я единственный прямой потомок. Я бы воссоединился с другими членами моего клана вместо того, чтобы бродить по этим равнинам в одиночку. Если я умру, родословная клана Фэн прекратится, и секретную пещеру в конечном итоге найдет клан Кун. Таким образом, лучше потратить эти камни на спасение своей жизни. Если я не смогу найти способ уничтожить этот яд за 10 дней, я оставлю тебе ключ тебе. Так будет лучше, чем если его найдет клан Кун».
Кроме того, в этой пещере есть и буддистские техники, которым так интересуется брат Хань. Хань Ли долго размышлял, а затем сказал: «Хорошо. Ты можешь использовать ключ в качестве залога. Но сначала ты должен позволить мне исследовать твою душу, чтобы выяснить, правдивы ли твои слова о пещере и буддийских техниках. Я не хочу совершать путешествие в пещеру, которой не существует. Поиск души. Разве это могу использовать не только культиваторы зарождающейся души? Как это возможно?» Фэн Юэ побледнел, а на лице появился страх. Насильный поиск души требует культивации на стадии зарождающейся души. Но если он координируется с другим человеком с помощью техники, это будет не очень сложно. Кроме того, этот секретный метод отличается от обычных методов поиска души. Хотя культиваторы заложения основ не могут искать сложную информацию, они легко могут проверить, где правда, а где ложь. Хань Ли сжал губы и холодно улыбнулся в ответ. При виде этого сердце Фэн Юэ задрожало. Будучи учеником благородного клана, он очень боялся поиска души и не согласился бы на такое опасное дело при обычных обстоятельствах. Но когда он опустил голову и увидел свою отравленную кожу, у него не оставалось другого выбора. Фэн Юэ крепко сжал кулаки и глубоко вздохнул, приняв решение: «Хорошо, я буду согласовывать технику с тобой. Однако ты можешь искать только вопросы, связанные с буддийскими техниками и секретной пещерой. Я не позволю тебе увидеть что-нибудь еще».